вами Ксюша и добро пожаловать в мою мастерскую. В этом коротеньком видео вы увидите полный процесс превращения обычной шпаклевки в эффектную декоративную штукатурку. Я покажу не только профессиональные приемы, но и уникальный способ покраски. Поверхность вблизи выглядит как настоящий камень. И самое главное, никаких дорогих материалов. Этот урок докажет, что впечатляющий результат можно получить своими руками и воплотить любую творческую идею. Все начинается с создания фактуры с применением трафарета. Использую я обычную гипсовую шпаклевку. Производитель не важен. Главное, чтобы максимально допустимая толщина нанесения у нее была в районе 2-3 мм. Это убережет фактуру декора от трещин. Заполнили трафарет, и перед тем, как его снимать, берем влажную губку и слегка проходим по всему нашему рисунку. Такой прием позволит быстро избавиться от грубых отпечатков шпателя и дораспределить материал в углублениях трафарета. С этим закончила, и теперь снимаю трафарет. Делаю это максимально аккуратно, чтобы не повредить рисунок. Остальные листья делаю точно так же, составляя из них асимметричную композицию. После того, как трафарет полностью высох, приступаем к заполнению всех пустых участков фактурой. Для этого использую ту же самую гипсовую шпаклевку. Набираю ее на кельму и слегка приподнимаю. Для того, чтобы создать объемную фактуру, нам необходимо использовать достаточно большое количество материала. Главная ошибка при таком нанесении – это думать, что красивая и разнообразная фактура декора получается сама собой. Но это на самом деле не так. Обязательно приставляем кельму под разными углами к поверхности и внимательно следим, чтобы не получить одинаковые отпечатки. Только так мы получим естественный и хаотичный рельеф. Заполнила первый участок стены и оставляю его высохнуть минут на 10-15. Тем временем перехожу к заполнению следующего участка. Так как у нас стена разделена на небольшие фрагменты, поэтому заполнять ее такими участками очень удобно. Плюс фактуру трафарета можно закрыть где-то больше, где-то меньше, тем самым получая нужный эффект. Заполнили второй участок, первый тем временем у нас уже подсох. Беру шпатель и легкими движениями приглаживаю фактуру. Двигаюсь шпателем в разные стороны. Стараюсь очень сильно на шпатель не давить, для того, чтобы сохранить объем. Перед созданием декора нанесите кварцевый грунт, он поможет сделать более хаотичную фактуру. Закончила с приглаживанием первого участка, тем временем второй у нас уже подсох, и можно переходить сразу к нему. Работая на стене, заполняйте ее тоже небольшими фрагментами. Сделали один участок и переходите к следующему. Сразу целиком всю стену не заполняйте, вы просто не успеете пригладить материал, и он высохнет. Закончила с нанесением фактуры и оставляю шпаклевку до полного высыхания в течение суток. Далее приступаем к шлифовке вершин фактуры. Делаю это 240-м абразивом. Если производите шлифовку вручную, то одевайте защитную маску от пыли с уровнем защиты FFP2 или FFP3. Далее грунтуем и можем переходить к покраске фактуры. Для этого я буду использовать два цвета краски, один темно-коричневый, другой бежевый. Я использую глубоко матовую вододисперсионную краску. Подойдет с первым либо вторым классом стойкости к мытью. Соответственно, если вы не будете полировать вершины фактуры, то можно использовать шелковисто-матовую либо полуматовую краску. Вообще, для профессиональной работы декоратора важно понимать состав материалов. Например, фишка глубоко матовых красок в их наполнителе, который рассеивает свет, но хорошо полируется до зеркального глянца. При обычной покраске стен это является недостатком, потому что, оттирая въевшуюся грязь такой краски, вы заглянцуете участок и получите темное пятно. Но я же использую этот недостаток как инструмент, уходя от применения венецианской штукатурки и дорогого воска. Также именно состав материалов определяет, где их можно применять, а где нет. Например, связующие шпаклевки, из которых мы сделали фактуру, это гипс. Понимая его особенности, можно предсказать ударопрочность декора, его трещиностойкость, влагостойкость и многое другое. Именно поэтому один из 5 модулей моего курса посвящен составу материалов. В описании под видео вас ждет программа обучения и 12 бесплатных уроков по подготовке стен. Закрасила небольшой участок, оставляя извилистый край. Далее беру кельму и сразу начинаю приглаживать краску, пока она еще сырая. Сильно на инструмент не давим, чтобы не подорвать краску. Мы как бы должны убрать шагрень от валика и сгладить материал на вершинах фактуры.
В процессе нанесения первых слоев краски нам очень важно добиться вот такой мелкой текстуры разных оттенков, чтобы вблизи читался каждый из цветов. Поэтому, чтобы получить красивый контраст, выбирайте оттенки разной светлоты. Слишком похожие при смешивании теряют выразительность. И также учитывайте, что темный оттенок будет сильно влиять на светлый. Цвета можно наносить по-разному. Где-то сначала темные тона, а светлые сверху, где-то наоборот. Главное, чтобы верхний слой лег на нижний до высыхания. Тогда цвета смешаются и появятся интересные полутона. Далее берем кельму и подглаживаем краску. Делаем это аккуратно, чтобы случайно не снять ее с фактуры. Закончили с первым слоем краски, даем ему высохнуть в течение 2 часов, после этого наносим второй слой. Во время этого этапа нужно закрасить все пропуски, которые остались после первого слоя. Также сейчас мы выравниваем переходы цветов и тем самым снижаем пятнистость декора. Далее приступаем к окраске вершин фактуры. Для этого используем целлюлозную губку и кисточку. При помощи кисти набираем краску и распределяем ее на губке. Такой прием позволит нанести краску только на вершины островков, не задевая углубления. Цвет я использую средний по светлоте, но так как краска моющаяся, она немного потемнеет при высыхании и слегка усилит объем. Таким способом можно выделять вершины фактуры не только используя обычную краску, но и золотистую либо серебристую эмаль. Набираете при помощи кисти ее на губку и такими же легкими движениями распределяете только по вершинам поверхности. При таком нанесении главное не стараться перекрасить вершины плотным цветом за один раз. Краска наносится гораздо более тонким слоем, чем при работе валиком, и создает тончайшие слои. Если нужно получить плотный цвет на вершинах, то делайте это в 3-4 подхода. Я же нанесла один тонирующий слой. Если вы хотите матовый вариант такого декора, то можно сейчас остановиться. Работа уже имеет спокойный винтажный вид. Теперь покажу второй вариант, как может выглядеть данная фактура с глянцевым блеском. Начинаю со шлифовки. Сперва мы 240 и 320 зерном убираем самые мелкие неровности, которые могли остаться после приглаживания кельмой, а затем переходим к полировальной машинке. Тут уже используем абразивы на мягкой основе и дополировываем поверхность 500 и 1000 зерном. Долго на одном месте не задерживаемся, чтобы не перегреть краску, а углы обрабатываем вручную. После полировки мы получили вот такой эффектный декор из самых простых материалов. При этом данная декоративная штукатурка не требует идеальной подготовки стен. Достаточно качества Q2. В описании под видео вы найдете 12 бесплатных уроков по подготовке стен, где я подробно разбираю систему Q1, Q4. Там же полезная информация для тех, кто делает ремонт своими руками или хочет профессионально заниматься декоративной штукатуркой. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!